Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. Пассажирский самолет Ан-24, принадлежавший авиакомпании «Ангара», потерпел крушение 24 июля в районе города Тынды в Амурской области. Обломки воздушного судна были обнаружены в 15 километрах от аэропорта Тынды на склоне горы в труднодоступной лесистой местности. По данным властей, все 48 человек на борту, 42 пассажира, включая 5 детей и 6 членов экипажа, погибли. Самолет Ан-24, построенный в 1976 году, выполнял рейс по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Он вылетел из Благовещенска и находился на финальном этапе полета, приближаясь к аэропорту Тынды. Около 13 часов по местному времени самолет исчез с радаров после неудачной попытки посадки. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, экипаж предпринял вторую попытку захода на посадку в условиях плохой видимости, после чего связь с бортом была потеряна. Доступ к месту катастрофы осложнен болотистой местностью и отсутствием дорог, что вынудило спасательные команды использовать тяжелую технику для прокладки пути. Следственный комитет России начал расследование. Основные версии катастрофы, рассматриваемые следователями, включают ошибку экипажа в условиях плохой видимости и возможную техническую неисправность. Самолет Ан-24, разработанный в 1957 году в Советском Союзе, был почти 50 лет в эксплуатации и, несмотря на недавнюю техническую проверку, имел историю инцидентов. По данным Росавиации, с 2018 года с этим бортом произошло 4 происшествия, включая повреждение крыла в 2017 году при выкате за пределы взлетно-посадочной полосы. Губернатор Амурской области Василий Орлов подтвердил гибель всех находившихся на борту и объявил 3-дневный траур в регионе. В городе Белогорске Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного урагана, обрушившегося на регион 23 июля. Ураганный ветер, достигавший скорости до 25 метров в секунду, нанес значительный ущерб инфраструктуре Белогорска. По данным администрации города, повреждены линии электропередачи, из-за чего город остался без света, а также свободный и еще несколько округов. Отключение электроэнергии привело к остановке водоснабжения. Пропала в Белогорске и связь за исключением отдельных мобильных сетей. Кроме того, ураган сорвал крышу с одного из зданий, повалил деревья и рекламные конструкции, заблокировав некоторые улицы. Власти перевели все экстренные службы в усиленный режим работы, ведется расчистка завалов и восстановление поврежденных линий электропередачи. Днем 24 июля юго-восток Московской области и отдельные районы столицы накрыл мощный шквал, сопровождавшийся сильными ливнями, грозами и порывистым ветром. На железнодорожной станции Люберцы-1 очевидцы зафиксировали ураганные порывы ветра, буквально сбивающие людей с ног. В Люберцах повалено несколько деревьев, в некоторых местах повреждены рекламные конструкции и автомобили. В Москве непогода особенно сильно затронула районы Жулебина и Бутово. По данным синоптиков, в Южном Бутово выпало около 28 мм осадков и 36 мм в подмосковном Кучино, что составляет 46% от месячной нормы. На других метеостанциях региона интенсивность осадков была ниже, но все равно вызвала локальные подтопления улиц, подземных переходов и парковок в Москве и Подмосковье. Коммунальные службы оперативно приступили к расчистке завалов и устранению последствий стихии. В Москве департамент транспорта рекомендовал жителям на время непогоды использовать метро. На Кипре бушуют мощные лесные пожары, охватившие горные районы между городами Лимассол и Пафос. Пожары начались в среду, 23 июля, в районе деревни Маллия в Лимассоле и быстро распространились из-за ветра и температуры, достигавшей 43-45 градусов. Огонь охватил предгорье Хреб-Татра-Адос, уничтожая дома, автомобили, виноградники и сосновые леса.
В Пафосе пожар начался на свалке в районе Ая-Маринуда и распространился на деревни Ая-Варвара и Епископе. В Лимассоле наиболее пострадавшими стали деревни Сунизанакия, Лофу, Васа-Келаниу, Амос, Маллия, Арсас и Вуни, где сгорели десятки домов, включая часовню святого Иоанна Русского в Вуне. В Лофу спасатели эвакуировали автобус с 36 пассажирами, оказавшийся в огненной ловушке. Пассажиры были временно укрыты в безопасном месте, но попытка вывести их из зоны бедствия не удалась из-за интенсивности огня. По данным пожарной службы, в тушении задействовано более 250 пожарных, 18 воздушных судов, включая вертолеты и самолеты из Кипра и британских баз, а также сотни волонтеров Национальной гвардии и гражданской обороны. Подтверждена гибель 2 человек, найденных в сгоревшем автомобиле. По меньшей мере 23 человека получили травмы, и еще 16 человек обратились в отделение скорой помощи в Лимассоле с проблемами дыхания. Несколько человек числятся пропавшими. Эвакуированы жители как минимум 19 деревень в Лимассоле и 10 в Пафосе. Сгорело около 10 тысяч гектаров территории, включая леса, виноградники и жилые дома. В Сунизанаке, по словам главы общины Никаса Викиса, все уничтожено. В Лофу разрушено около 20 домов, в Васа-Келаниу сгорели жилые здания и отель. Пожар уничтожил 50 голов скота и повредил инфраструктуру. Многие районы Лимассола и Пафоса остаются без электричества из-за повреждения линий электропередач и трансформаторов. Интернет-соединение в пострадавших районах также нарушено, что затрудняет координацию и доступ к информации. Кипр запросил помощь у соседних стран. Иордания, Испания, Греция, Египет, Ливан, Израиль и британские базы на Кипре направили самолеты и вертолеты для помощи в тушении пожара. Турецкий Красный Полумесяц предоставил гуманитарную помощь эвакуированным. Вечером 24 июля вблизи агрогородка Атолино Минского района Беларуси произошел разрыв магистрального газового трубопровода диаметром 700 мм, в результате чего в картофельном поле образовалась воронка. Сообщение о хлопке поступило спасателям около 20 часов 45 минут по местному времени. По прибытии на место происшествия сотрудники МЧС установили, что в картофельном поле произошла разгерметизация газопровода, принадлежащего ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь». На место происшествия оперативно прибыли специалисты газовой службы, которые приступили к устранению последствий. Причины разрыва трубопровода устанавливаются. На трассе, соединяющей север и юг Кыргызстана, в районе населенного пункта Казарман в Тогустрауском районе Джалалабадской области произошел крупный камнепад, перекрывший участок дороги. Обошлось без пострадавших, но движение на трассе временно было приостановлено. На место происшествия были направлены бригады Министерства транспорта и Национального управления шоссейных дорог. Для расчистки завалов привлечена тяжелая техника, включая экскаваторы и бульдозеры. Тропический шторм Випха вошел в Восточное море 19 июля и усилился, вызвав обильные осадки в центральных и северных провинциях Вьетнама. В Нгиане, крупнейшей по площади и населению провинции страны, ливни начались 22 июля и достигли пика 23-24. По данным Национального центра гидрометеорологических прогнозов Вьетнама, в некоторых районах провинции, включая город Винь и уезды Коичинг и Намдан, выпало до 200-300 мм осадков за сутки, что привело к переполнению рек и каналов. Наводнения затронули 15 уездов и 3 города провинциального подчинения. В результате оползня погиб 1 человек, еще одного смыло сильным течением. Еще 1 человек считается пропавшим. Более 3700 домов в регионе подтоплены, уничтожены тысячи гектаров рисовых полей и других сельскохозяйственных культур. В сельских уездах, таких как Коэчинг, паводки разрушили ирригационные системы и мосты. Повреждены также линии электропередач и телекоммуникации,
что привело к перебоям с электричеством и связью в некоторых районах. Дороги, включая участки национального шоссе номер 1, частично перекрыты из-за подтоплений и завалов. Более 2400 семей были эвакуированы на возвышенности. Власти Нгиана и центральное правительство Вьетнама мобилизовали спасательные службы, армию и волонтеров для ликвидации последствий. Департамент по управлению дамбами, предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними координирует эвакуацию и восстановительные работы. Жители призвали не возвращаться в затопленные дома до стабилизации ситуации. Метеорологическая служба Вьетнама предупредила, что шторм Випха, ослабший до тропической депрессии, продолжает двигаться на запад, угрожая новыми ливнями в Нгиане и соседних провинциях, таких как Тханьхоа и Хатинь, до 25-26 июля. Сильные дожди, связанные с ослаблением тропического шторма Випха до уровня депрессии, обрушились на северные провинции Таиланда, включая Нан, Чанграй и Пхаяа. В районе Пуа, провинции Нан, ливни привели к выходу реки Нан из берегов, а также к внезапным паводкам и оползням. По данным метеорологов, в провинции Нан зафиксированы рекордные осадки, более 300 мм за сутки в таких районах, как Боклуа, Тха-Ванг-Пха, Пуа и Чанг-Кланг. Уровень воды в Тха-Ванг-Пха достиг 14 метров 51 сантиметра и 9 метров 43 сантиметра в районе Муанг с тенденцией к повышению. В Пуа мощный поток воды разрушил мост через реку Нан в районе деревни Тхало, отрезав местным жителям пути сообщения. С наводнением столкнулись все 15 районов провинции Нан, но особенно сильно пострадал район Пуа, где под водой оказались дома, дороги и сельскохозяйственные угодья. В районе Муанг наблюдаются перебои с электроэнергией и связью. Оползни и паводки сделали некоторые участки дорог непроходимыми, железнодорожное сообщение в регионе было частично приостановлено. Наводнение уже признано крупнейшим за последние 47 лет. Департамент по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий Таиланда координирует спасательные операции. В Пуа и других районах провинции Нан работают команды спасателей, которые помогают эвакуировать людей и устранять последствия паводков. Губернатор Нан призвал жителей следить за системами раннего оповещения и избегать зон риска. Власти также укрепляют противопаводковые барьеры и расчищают водные пути для предотвращения дальнейших затоплений. Муниципалитет Мораталия в испанской провинции Мурсия столкнулся с сильным наводнением, вызванным обильными ливнями. Согласно данным Государственного метеорологического агентства Испании, в Мораталии и прилегающих районах северо-запада Мурсии 23-24 июля выпало от 80 до 100 мм осадков за несколько часов, что эквивалентно месячной норме для региона. Ливни, вызванные активным атмосферным фронтом, привели к переполнению местных рек и арыков, включая реку Аль-Хараби, протекающую через Мораталию. Наводнение затронуло низменные районы. Под водой оказались подвалы жилых домов, магазины и склады. Сообщается о повреждении автомобилей, смытых потоками и временном перекрытии дорог, включая местные трассы, соединяющие Мораталию с Караваке-де-Лу-Крус и Сиехином. Пострадал от наводнения и сельскохозяйственный сектор, что угрожает урожаю оливок, миндаля и винограда, ключевых для местной экономики. Потоками воды и мусора повреждены дороги и мосты, а также линии электропередач, что привело к перебоям с электричеством в некоторых районах. Интернет и мобильная связь также работают с перебоями. Официальных сообщений о погибших или пострадавших нет, но спасательные службы продолжают проверять изолированные зоны, включая сельские дома в окрестностях. Пожарные бригады и службы гражданской защиты работают над откачкой воды и расчисткой завалов.
Вечером 23 июля долина Пассаерталь в итальянской провинции Южный Тироль столкнулась с мощными грозами, которые принесли более 100 мм осадков за сутки. Сильные штормы, обрушившиеся на район Сан-Мартинен-Пасирия, вызвали значительные оползни и наводнения. Потоки воды и грязи повредили местные дороги, в том числе участки трассы СС-44, связывающей долину с другими частями Южного Тироля. Переполненные ручьи и река Пассир вызвали затопление в низменных частях долины. Вода проникла в подвалы домов и на сельскохозяйственные угодья, повредив посевы. Движение в районе было временно ограничено. Из-за повреждений линий электропередачи наблюдаются перебои с электроснабжением в некоторых населенных пунктах. Местные власти Южного Тироля оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Службы гражданской обороны и пожарная бригада работают над расчисткой завалов и восстановлением дорожного сообщения. В районе Сан-Мартинен-Пасирия развернуты спасательные команды, которые помогают жителям справляться с последствиями наводнений. Власти призвали граждан избегать зон риска, особенно вблизи рек и склонов, из-за угрозы новых оползней. Южные районы штата Нью-Мексико пострадали от внезапных наводнений. В районе Вада за короткий промежуток времени выпало до 63 мм осадков, что привело к переполнению местных ирригационных каналов и затоплению целого ряда местных дорог, а также участка шоссе А-10. Информация о пострадавших или значительных разрушениях в Вада отсутствует, местные власти и спасательные службы ведут мониторинг. Жители призвали избегать поездок по затопленным дорогам и следить за предупреждениями о возможных новых паводках, так как прогнозы указывают на вероятность дополнительных осадков. Тем временем Руидоса, горный поселок в округе Линкольн, столкнулся с очередным наводнением, ставшим третьим серьезным паводком за месяц. Река Руидоса в районе Голливуд поднялась до 3,8 метра из-за сильных осадков, выпавших на пострадавшие от прошлогодних пожаров территории. Лишенная растительности местность практически не впитывает воду, что усиливает сток и приводит к внезапным паводкам. Спасательные команды провели эвакуацию 5 человек из автомобилей, застрявших в воде. По данным представителя администрации Руидоса, жертв и травм в результате наводнения 24 июля не зафиксировано. Тем не менее, метеорологическая служба выпустила предупреждение о возможных наводнениях для Руидоса, Руидоса-Даунс и Голливуда. Жителей призвали избегать рек и низин, а также не пытаться пересекать затопленные участки. Вечером 23 июля коммуна Сюриан-Ва в департаменте Шер, во французском регионе Центр-Вале-де-Луар, столкнулась с мощным штормом. Ливень сопровождался интенсивным градом, с градинами размером от 1 до 3 см. Потоки воды, смешанные с градом, хлынули по улицам, образуя так называемые градовые реки. Шторм нанес ущерб местным виноградникам, посевам и инфраструктуре, включая повреждения автомобилей и зданий. Точные масштабы повреждений пока уточняются.